Привет, друзья! Очень симпатичная задача. Даны три монеты, которые касаются друг друга и какой-то общей прямой. Диаметры больших монет 32 и 18 нужно найти диаметр самой маленькой монеты. Ну что ж, попробуйте сами решить эту задачу. Ну а мы начинаем. Итак, для решения задачи я постараюсь решить ее очень красиво и сразу в общем виде. Мне понадобится вот такая задача. Задача эта ключевая. Задача номер один, назову ее. Даны две окружности, которые касаются внешним образом с радиусами r большое, r малое. И проведена общая внешняя касательная. И вот есть такая задача найти расстояние между точками касания. Ну, она решается всегда однозначно, одним и тем же способом проводятся радиусы в точке касания, они перпендикулярны касательной, проводится линия центров, она проходит через точку касания, и из центра меньшей окружности проводят отрезок параллельный этой касательной. Что получается? Получается, в силу того, что радиусы перпендикулярны, получается прямоугольничек, здесь прямоугольный треугольник, у которого гипотенуза будет равна сумме радиусов, а вот этот катет будет равен разности большего и меньшего радиуса. Тогда по теореме Пифагора я могу найти катет х, который равен АБ. Ну что ж, я запишу вот здесь, что АБ, расстояние между точками касания, будет равно х и равно. Давайте запишем, по теореме Пифагора это будет из квадрата гипотенузы нужно вычесть квадрат другого катета. Посмотрите, после возведения в квадрат у нас квадраты радиусов взаимно уничтожатся. Останется только удвоенное произведение большего радиуса на меньший и минус удвоенное произведение, то есть корень из 4r большое, r малое. А это говорит о том, что это расстояние АБ. Есть среднее геометрическое диаметров этих окружностей. Но обычно запоминают так. Удвоенное среднее геометрическое радиусов. Запомним этот факт и посмотрите, как мы его применим к нашей задаче. Мы найдем АБ через радиусы по нашей формуле. Потом найдем АС. Потом найдем СБ. Сложим АС и СБ. И как раз тогда мы получим радиус r малое нашей желтой окружности. Я назову радиус желтой r, напомню, что нужно найти диаметр этой желтой, и мы приступаем. Итак, внимание. АБ – это удвоенное среднее геометрическое радиусов r1 и r2. АС – это удвоенное среднее геометрическое, эти же окружности касаются, АС – общее внешнее касательное, и АС – это расстояние между точками касания, то есть работает наша формула. R1 умножить на R малое. И, наконец, СБ – это будет удвоенное среднее геометрическое радиусов R2 и R малое. Ну все, поскольку АБ равно АС плюс СБ, то отсюда следует, что я запишу АС плюс СБ равно АБ. Хорошо, что 2 корень из R1R плюс 2 корень из R2R малое равно 2 корень из R1, R2. У нас двоечки сокращаются. Корень из R я выношу за скобки. Остается корень из R1 плюс корень из R2 равно корень из R1, R2. Ну, отсюда находим корень из R и возводим в квадрат. Дело будет сделано. Ну, давайте запишу уже подробно. Этот корень из R1, R2 можно уже подставлять. Но я не буду, я в конце подставлю. Хорошо, если вы не возражаете. Делить на корень из R1 плюс корень из R2. Все, отсюда следует итоговая наша формула, что этот радиус будет равен R1, R2 после возведения в квадрат. И здесь будет корень из R1 плюс корень из R2. И все это в квадрате. Ну, подставляем. R1 это 16, R2 это 9.
умножить на 9 и разделить. Корень из R1, корень из 16 4 и корень из R2 из 9 3 в квадрате. И что получается? 144, ну, 49 не очень симпатично, да? Вот. Это почти 3 получается, почти 3. Ну, я скажу, что нам 2r нужно найти, и 2r будет равно, я уже разделил, если я не ошибся, 5,43. 43,49. Почему я там не 3 написал, 43,49? Прошу извинить, приблизительно 6 миллиметров. Ну, вот такой ответ получился на вопрос нашей задачи. Ну, кто-то скажет, что таких монет маленьких не бывает в диаметре 6 миллиметров. Ну, я тоже думал, что не бывает, но вот сегодня я узнал, что бывает. Оказывается, в 1920 году швейцарский банк Швейцария выпустила, отчеканила монету в честь Альберта Эйнштейна. Причем диаметр этой монеты очень маленький, он равен, как вы думаете, сколька? Правильно, 3 миллиметрам. Вот 3 миллиметра диаметр этой монеты. Но оказывается, есть еще меньшая монета, которая чеканили в 2022 году. Вы можете сами это найти. А теперь маленькое домашнее задание для любителей геометрии. Посмотрите, какое. Оказывается, если есть две окружности, заданные и общее внешнее касательное, то существует две окружности, которые касаются этих окружностей и общее внешнее касательное. Вот одна желтенькая, а вторая там проходит снаружи с огромным таким радиусом. Вот я ее вот так проведу, видели? Вот она тоже касается, вот так, вот так. Я предлагаю вам найти ее радиус. Назовем его R1, R1. Это в качестве домашнего задания. Спасибо, что досмотрели. Всего хорошего. Спасибо за ваши комментарии и лайки. Ну, конечно, за подписку. Вы вообще молодцы, те, кто подписан. С вами был Валерий Казаков. Пока.